Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю, а именно неделю со 2 по 8 февраля. Давайте мы посмотрим, что же вам готовит следующая неделя. Что ожидает Козерогов и какие карты вам сегодня выпадут. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не персональный, не личный. Надеюсь, большинству из вас этот вариант расклада подойдет, окажется полезным. Можете написать в ваших отзывах, комментариях, насколько это видео близко к ситуации, которая происходит у вас. Также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал. Буду очень рада новым зрителям. Итак, расклад по дням недели для Козерога. Начнем с понедельника и закончим воскресеньем, выкладывая на каждый день недели по одной карте, соответственно. И посмотрим на те сочетания карт, которые у вас получатся, Козероги. Итак, со 2 по 8 февраля. Со 2 по 8 февраля, Козероги. Ой. Итак, Козерог. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта туза кубков. Потрясающая карта, потому что это карта веселья и радости, это карта важных новых начинаний, которые у вас могут происходить. Кстати, карта Луна здесь. То есть здесь может быть исполнение ваших мечтаний, ваших каких-то заветных желаний, о которых вы думали много. Знаете, вот как перед сном очень много думаете, загадываете, там, глядя на Луну, какие-то ваши, не знаю, мечты, да? Они здесь могут реализоваться. Кстати, может быть что-то связанное с женским циклом, с беременностью, то есть как новость о ребенке, о зачатии ребенка, о рождении ребенка, да, то есть карта в любом случае очень хорошая, карта Луна. Здесь следующая карта идет карта 8 жезлов, она выпадает на вторник. Быстрые, динамичные события для вас в вашей жизни по королю Пентаклей, потому что ваша стихия выпадает. То есть вы здесь можете хорошо, легко зарабатывать деньги. Вы сможете какие-то хорошие решения принимать касаемо денег, правильный выбор делать, какие-то переговоры вести деловые, опять-таки касаемо ваших вложений денег или зарабатывания денег, находить новых друзей или новые какие-то деловые связи здесь создавать. В целом такой хороший зеленый свет и прогресс для вашей карьеры, для ваших финансов. Карта короля Пентаклей. Дальше идет императрица, карта знака Телец. Может быть общение с Тельцом, а у кого-то здесь важные вопросы, касающиеся вашей жены или вашей мамы. Может быть по императрице какие-то вопросы, опять-таки беременности, фертильности, там зачатия ребенка или вашего ребенка, если он у вас уже есть, если вы мама. Но вместе с 5 жезлов здесь также может быть и ситуация, где происходит, знаете, какая-то борьба или какие-то испытания, с которыми вы сталкиваетесь здесь, и их нужно решать. Также может быть и конфликт с таким человеком, то есть с такой женщиной, или с человеком знака Телец. То есть какие-то разногласия, которые здесь вы пытаетесь преодолеть. Может быть, спорите или решаете, вы как мама решаете какие-то сложные задачи, которые у вас возникают, допустим, в вашей семье для того, чтобы сохранить семейный очаг, может быть, позаботиться о ком-то из своих близких. Карта сила, карта умения здесь доверительное общение с кем-то создавать, сохранять. Умение влиять не физической силой, а мягкой, такой женской силой, опять-таки, на кого-то. Здесь по силе, здесь в целом вы будете духовно сильны, вы будете эмоционально сильны. Вы здесь сможете оказывать влияние на других людей, как я уже сказала. Кстати, может быть, здесь какое-то важное значение знак Лев может иметь, потому что, человек знака Лев. Тут же 3 пентаклей, то есть какие-то договоренности, какие-то обсуждения с близкими, о каких-то вещах, может быть, планах, которые в вашей жизни будут, кто какие обязанности должен выполнять или к чему вы должны стремиться вместе, совместно. Да? То есть вы здесь обсуждаете эти вопросы, вы здесь что-то планируете, вы здесь какие-то уже важные решающие шаги можете делать, вы здесь можете помогать своим близким, можете получать от них помощь, соответственно. То есть здесь очень сильное доверие и желание вот такого вот совместного дела, совместного сотрудничества, опять-таки с вашими близкими или с вашими партнерами там по бизнесу, по работе.
То есть работа в таком коллективе, да, где все друг другу доверяют и слаженно работают как один механизм. Следующая карта — пятерка пентаклей. Карта такого, знаете, может быть, неприятного состояния, может быть, ощущение, что что-то не совсем легко получается у вас в пятницу, есть какие-то печалящие ситуации, возможно, здесь неприятности и сложности, которые есть. Но по карте мага, которая выпадает у вас в день, можно говорить, что вы очень активные, волевые здесь, да, и вы справляетесь с этими сложностями, потому что энергия у вас через край, и вы можете здесь по волшебству практически решить любые вопросы, хотя день может быть нелегкий, может быть, будут какие-то сложности финансовые или какие-то потери материальные, но вы не воспринимаете это как какую-то катастрофу и решаете эти вопросы. Карта «Страшный суд», карта необходимости либо принять важное решение, то есть что-то кардинально поменять в своей жизни, но при этом это может вызывать много переживаний, как будто головной боли, потому что вы боитесь неудачи, боитесь потерять что-то, если вы примете такое решение. И также по карте в целом «Страшный суд». Здесь это перерождение или это изменение, этот важный выбор может кардинально поменять вашу жизнь, и вы, соответственно, боитесь здесь неудачи или, может быть, боитесь, да, что что-то не получится, боитесь проиграть в каком-то деле. Дальше карта короля жезлов, карта огненной стихии, может быть, общение с огненным знаком, либо в целом все, что касается вот такой целеустремленности и желания, там, не знаю, потешить свое честолюбие, добиться чего-то, что вы себе поставили как цель. Но вот здесь по четверке кубков может быть ситуация такого, опять-таки, как неуверенности, а получится ли я, смогу ли, получится ли использовать правильно ту возможность, которая дается. Может быть, здесь есть какая-то обида на человека огненного знака, то есть лев, овен или стрелец. Также здесь может быть и какая-то апатия касаемо работы. Опять-таки, может быть, вы здесь должны какую-то работу выполнить в выходной день, а вам она вот тяжело дается, тяжело идет эта работа, соответственно, да, и вызывает у вас какую-то грусть, апатию, соответственно. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для козерогов мы завершаем на неделю со 2 по 8 февраля. Желаю всем всего самого наилучшего, берегите себя и до скорого!